One movie. One movie here. После дерзкого побега из тюрьмы самый известный вор в мире Ричард Пейс заключает сделку с командой изгоев, которые грабят богатых и отдают деньги бедным. Под началом бывалого вора-джентльмена новые Робин Гуды нацеливаются на крупнейшее хранилище золотых слитков в мире, владелец которого Уорнер Шольц. Он отмывает деньги международных преступников, а по совместительству, конечно же, является давним врагом Пейса. Грабить они будут красиво, задорно и со вкусом, по-джентльменски. Отзыв на фильм? Прежде чем начать отзыв на фильм, если его таким можно назвать, я просто обязан сказать кое-что очень важное. Последний отзыв у меня был на фильм «Телохранитель жены киллера», где, мне кажется, возможно, что я немного перегнул и жестковато проехался по нему. И хочется сказать... Я ошибся. Что? Ошибку допустил. Но понимаете, в чем дело? Все познается в сравнении. И вот я посмотрел фильм «Ограбление по-джентльменски», который в оригинале называется «Отбросы». Хочется сказать, что если первый упомянутый фильм, на него не стоит тратить время в кино, да, идти и посмотреть дома можно, там хотя бы есть Райан Рейнольдс, Джексон, Сэмюэл Джексон и Сальма Хайек, то вот второй, ну, он претендент на «Золотую малину», худший фильм 2021 года. Вау, это было очень сложно смотреть. Я думаю, как физически, так и психически. Это было сложно, прям какое-то испытание. Я думаю, просмотр фильма «Ограбление по-джентльменски» можно было бы сделать финальным заданием, я не знаю, в Форт Боярде, на котором бы все сыпались и проигрывали. Сам фильм начинается очень лениво. Одним из моих самых нелюбимых избытых приемах, когда просто что-то показывают, а за кадровым голосом рассказывают, что это, или там, что это за крутые ребята и почему они крутые. И начало также стереотипно. Но я не о том, что черный грабит банк, а о том, как работник банка там всячески пытается как-то там с ним вот так вот поздороваться, что-то там, какие-то вот эти вот прикольчики, потом крики клиента банка с пеной у рта, после чего следующий кадр нам показывают банковского клерка, на которого кричали, у него лицо все мокрое, стекают слюни по нему, и сцена с прыжком и замиранием в воздухе, которая, ну реально, с 99-го года ее настолько затерли до дыр, что просто уже не то, что это не смешно или как-то, я не знаю, как это вообще можно воспринимать, а блевать охота. Это все в совокупности задает тон, будто это пародия. И куда же деваться без китайской или восточной мудрости, когда персонаж азиат был маленький, опять же все рассказывается за кадровым голосом, он любил взрывать петарды, потому что они изгоняют злых духов, так гласит восточная мудрость. Серьезно. Ребята, я заходил в интернет, искал и нашел, там написано «Взрывай петарды, прогонишь злых духов», Конфуций, 545 год до нашей эры. Но нет, весь фильм идет на серьезных щах, и создатели вроде считают, что задавали какую-то серьезную атмосферу по ходу повествования сюжета, напускная серьезность с этими братьями-мусульманами и прочими террористами, которые сотрудничают с этим американцем Шульцем, который помогает им отмывать деньги и тоже на этом наживается. Шульца играет Тим Рот. Очень печально, если честно сказать. Он, наверное, не знаю, не знал, во что впутывается, либо у него совсем дела плохи в финансовом плане. Хотя о каком крупном гонораре можно говорить, когда у фильма бюджет 55 миллионов? Довольно сложно сказать, выглядит ли он на эти деньги или нет, но если учесть, что события происходят в Дубае, и туда пришлось возить всех актеров, съемочную группу, жить там какое-то время во время съемок, тусоваться, веселиться, ну и попутно как бы не забыть отснять какой-то фильм, да, то да, думаю, 55 миллионов им было вполне достаточно. Вообще это печально. Представление персонажей почему-то мне напомнило «Форсаж», когда Доминик собирал команду для последней гонки, после которой вышло еще 5 последних заездов, и вот через год или 2 выйдет крайний заезд с Домиником Торетто. И также ограбление по-джентльменски напомнил мне «Форсаж» своей тупизной, но мне страшно это признавать, но даже «Форсаж» в разы лучше этого полотна. Целых 50 минут экранного времени до того, как они садятся за стол и начинают обсуждать план ограбления, да, и как бы сесть и обсудить план тоже так себе экшен. Все это время до обсуждения плана фильм длится невероятно долго и затянуто, благодаря просто случайному видеоряду: тюрьма, бар, салон самолета, Дубай, бар в Дубае и пустыня. Это то, что вы увидите за 50 минут фильма. Все это, конечно, заправлено гениальными диалогами, одним из которых я сейчас с вами поделюсь. Виделась с мамой?
Да. И как она? С ней все хорошо? Снова вышла замуж. Она долго страдала, но оправилась. Хорошо. Да. Очень хорошо. Ну, а у тебя как дела? Еще не вышла замуж? Нет, я не вышла замуж. Я перестала доверять мужчинам благодаря тебе, папочка. Милая доченька, я тебе хочу сказать, что все, что я делал, это было ради тебя. Почему ты не умеешь иначе? Да, так было. Знаешь, что самое грустное и трагичное в этой ситуации? Ты ведь сам в это веришь. И дальше она начинает нести там какую-то сопливую чушь про то, какой он настоящий, нежный, трепетный и ранимый под панцирем брутального мужчины. Эта сцена длилась почти 5 минут, где они просто идут и медленно что-то спрашивают, и также лениво отвечают. И так весь фильм. И эти диалоги, они ни к чему не ведут, абсолютно. Любишь хот-доги? Да. А с тонкой сосиской? Нет. С толстой? Да. А кетчупом мажешь? Да. А горчицей? Нет. А мазиком? Иногда. По настроению. Сука, горите в аду создатели этого днища. Блин, а ведь могут же снять что-то еще хуже, чем это, и с непоследними актерами. Вы, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Фильм указан в жанре боевик и приключения. Ну вы поняли, да, все эти восхитительные безудержные сидения в баре или невероятные посиделки в самолете бизнес-класса. Нифига себе приключения и экшен, хочу я вам сказать. Хоть не указан жанр комедия, но юмор тут присутствует, и он просто, высший пилотаж. То есть вот эти вот все приветствия, люди, которые кричат в лицо и летят слюни на людей, на которых они кричат, и постоянно путают или неправильно называют какие-то арабские слова или имена. Абу Насри, Абу Хер, Абу Насрал, Абу Насру. Принц Хабуби. Хабибу. Принц Хабибу. Я не хотел вас оскорбить, принц Хубида-Хубида. Хуба-буба. Хабибу! Хабибу! Хуба-буба, это жвачка! Это просто беспроигрышный вариант для построения шуток, чтобы зритель, конечно же, не умер от дико скучных диалогов ни о чем, которые ни к чему не ведут и ничего не раскрывают. Я мужчин хорошо знаю, я мужчин хорошо нахожу. Я мужчин щелкаю как орешки. Я с мужчинами не встречаюсь, а убиваю их. Зачем вы это сняли? Зачем? Это какой-то эксперимент над психикой. Главная завязка и мотивация персонажа заключается в том, чтобы украсть золото, дать его нуждающимся и беженцам. Они, видимо, немного опоздали с повесткой. Персонаж Бронсона нас спросил, а в чем, собственно, прикол? А вот в этом-то и прикол. Украсть у плохих богатых, накормить хороших бедных, и плюс плохие богатые, они настолько плохие, что еще спонсируют терроризм, и украв деньги, они также отрубят финансирование террористов. Только опять же, по самому замечанию этой группы Робин Гудов юных, да, это ничего не решит. Это не победит терроризм или обезвредит всякие формирования террористов, а просто перекроет один маленький ручеек, источник, откуда идут деньги. Рискуют тем, что они могут сесть или погибнуть, чтобы распилить это золото и раздать бедным. И как бонус на время террористов лишить красной икры на бутерброде. Вот это часто распространенная сцена в кино, когда кто-то с кем-то сталкивается, и у воришки оказывается кошелек или кредитка, или ключи от номера, или пистолет от жертвы. И когда на протяжении фильма такое происходит один раз, чтобы показать зрителю, что перед нами вор, карманник, профессионал, стырил, не заметили, идем дальше, и где-то он применит этот навык еще раз. Но в фильме «Ограбление по-джентльменски» это просто нечто. Во-первых, он наполнен этими нелепыми толканиями со стороны персонажа Бронсона, который, конечно же, крадет толстые кошельки, никто ничего не замечает. Но есть одна сцена, которая выводит этот фильм просто на новый уровень. И никто в подметке не годится такому гению воровства и отжима. В Дубае он сталкивается с человеком и меняет у него из руки чемодан. Если сквозь кровь из глаз вы дотерпите целый час фильма, вы увидите этот момент и просто умрете от смеха от этого абсурда. Может показаться, что хуже, чем незаметный обмен чемоданами, уже ничего хуже этого не будет дальше, да? Но там идет такой трэш. И мне просто не то что пересказывать, мне вспоминать это больно. Опять же наталкивается на мысль, что это просто какая-то неуклюжая, откровенная плохая пародия на фильмы про ограбление. Сие творение
ограбление по-джентльменски, которому лучше бы подошло название ограбления вашего кошелька и времени, и совсем не по-джентльменски. Это вырвиглазная чушь, претендующая на худший фильм 2021 года. Я категорически не рекомендую вам это смотреть. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот ролик. Поделитесь мнением и комментариями, что вы думаете о ролике или о самом фильме, если вы его, не дай бог, смотрели. Спасибо за просмотр. Пока.